Итак, это видео специально посвящено исследованию и этому разделу планирования. Персонаж может немного перетечь в предыдущего, так как они могут сильно влиять друг на друга, и иногда тебе нужно переосмысливать, к чему ты на самом деле стремишься. Но что я особенно хочу обсудить в этом видео, так это то, какие рекомендации вам нужны, прежде чем начинать рисовать или лепить что-либо. Во-первых, нам понадобится вдохновение для общего стиля. В моем случае я искал анимацию, школьных персонажей, киногероев и разные скульптуры, которые были сделаны специально для фильмов или анимации. Следующей вещью будут фотографии актеров, моделей, концепт-арта и так далее. В качестве ссылки или вдохновения для самого дизайна персонажа. Так это также включает в себя фотографии и другие ссылки на прическу, одежду и любую другую разную деталь, которую вы хотите, возможно, добавить к персонажу. Ты также можешь получить рекомендации по технической части создания своего персонажа из художественных работ и статей в интернете. Это может быть с точки зрения полисчета, топологии, настройки материала и многих других вещей. Может быть действительно полезно получить помощь от других людей, и есть статьи в Вики, которые помогут вам получить представление о том, как конкретно создать персонажа. Но самое главное, тебе нужно собрать ссылки из реальной жизни. Так это означает ссылки на анатомию, таблицы выражений, ткань поведения, все, что может иметь отношение к тому, какого персонажа ты создаешь. Я также могу очень порекомендовать тебе купить или купить несколько книг по анатомии. Я собираюсь дать ссылку в описании на некоторые из тех, которые я использовал и которые, по моему мнению, действительно полезны. Но опять же, если вы, например, ничего не можете найти в интернете, то лучшая альтернатива — всегда просто делать фотографии и видео себя, коллег или кого-либо вокруг вас. Поскольку может быть действительно полезно просто иметь представление о том, как выглядит реальная вещь. Как движется настоящее тело и что тебе нужно, чтобы сделать этого персонажа правдоподобным? Если ты слишком полагаешься на свою память или произведение искусства других людей, ты вроде как делаешь это неправильно. Потому что эти влияния уже представляют собой своего рода смесь самых разных вещей и очень-очень упрощенный результат этих влияний. Так что если все просто продолжают копировать исключительно работы других людей, это всегда как бы еще больше разбавляет результат, пока он даже не становится узнаваемым по сравнению с реальной вещью. Также важно отметить, что действительно важно, чтобы ты собирал много вдохновений и ссылок из разных областей, даже когда речь идет о работах других людей. Не заставляй себя чувствовать, что ты жульничаешь только потому, что смотришь на работы других людей для справки. Это действительно важно, чтобы ты знал, что ты все делаешь правильно, потому что профессионалы тоже это делают. Мы все пытаемся черпать как можно больше вдохновения из разных областей, насколько это возможно, и особенно черпать вдохновение у других художников. Это не так уж плохо. Создание чего-то исключительно из воображения из принципа на самом деле не поможет тебе в долгосрочной перспективе. Как только ты соберешь все свои ссылки, самое время создать коллаж на втором мониторе, чтобы всегда иметь в своем распоряжении ссылки, пока ты создаешь свою собственную работу. Так что используй для этого любое программное обеспечение для редактирования изображений, которое тебе нравится. Но чтобы дать тебе мою личную рекомендацию, это PUOV, который доступен бесплатно онлайн, и это по сути просто холст, на который можно поместить любое количество изображений, которые тебе нравятся. Это действительно здорово для очень простой цели. Но какое бы программное обеспечение ты не использовал, объедини все соответствующие изображения в кластеры. Так что постарайся не бросать все наугад. Попробуй немного упорядочить это, чтобы соответствующие изображения были рядом. И, конечно, постарайся сделать его более экономичным. Так что обрезайте изображение именно так, как вы хотите видеть на этом изображении, а затем держите все как бы близко друг к другу, чтобы вы могли в принципе иметь все на одном экране без необходимости постоянно увеличивать и перемещать изображение. Если в твоем распоряжении нет второго монитора, если у тебя только один экран, ты также можешь использовать свой телефон, например, или любое другое устройство.
Или если тебе действительно не хватает второго экрана, тогда просто распечатай свой коллаж из ссылок. Просто распечатай это на бумаге и сохрани на своем сайте, чтобы ты всегда мог посмотреть на это. Самое главное, чтобы они всегда были у тебя на виду, иначе они не смогут тебе помочь. После всего сказанного и сделанного единственное, что осталось для приготовления, это настроить сам Blender.